Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, и вы на моем одноименном канале. Я все еще в прекрасной гостеприимной стране Казахстан, и сегодня мы с вами посетим одну из жемчужин этой страны – урочище Бозжыра, которое расположено на самом краю плато Устюрт и, как я понимаю, когда-то было берегом древнего моря. Организовали для нас эту поездку группа волонтеров из телеграм-канала «Помощь россиянам в Актау», за что им отдельное большое спасибо. Выехали мы довольно рано, ехали довольно долго, но я не буду вас утомлять видами казахстанских дорог. Благо, машины у нас были вполне комфортные, а по пути были замечательные остановки в красивых местах. Как, например, вот это. Ну, шикарный же вид. Ты не просто размялся, но еще и, скажем так, размял глаза перед посещением урочища Бозжыра с их неземными картинами. Впадина Карагие – самая глубокая точка Казахстана. Где-то вот там самое низкое место – это минус 116 метров от уровня моря. Вид, конечно, открывается отсюда совершенно нереальный. Но я надеюсь, что на Бозжыре, куда мы доедем, на плато Устюрт, на тот самый край того самого древнего океана, там, мне кажется, видок будет еще круче. Уже отсюда красота начинается. Уже даже просто на подъезде к плато Устюрт и урочищу Бозжыра начинаются шикарнейшие виды. Я не знаю, где такое еще можно посмотреть. Говорят, в Аризоне как-то такие же примерно пейзажи. Но я в Аризоне не был. Подобные пейзажи я вижу первый раз. Ну, восхитительно. Жалко, нам сегодня с погодой не очень повезло, потому что низкая облачность и солнца нет. Я вот вам все это снимаю, но камера не передает даже и близко того ощущения, которое ты получаешь, стоя здесь и глядя на все на это. Потрясающе красиво. Обязательно сюда съездите. После дождя, видишь, как тут все стало? Да. Ну и вот мы ехали и наконец приехали. Здесь очень здорово, потрясающе красиво. Я так понимаю, что вот это вот, то, где я стою, это был берег того самого моря, древнего океана, наверное. А вот там была вода, то есть когда-то здесь плескались волны. И этим самым объясняется такой вот замечательный ландшафт. Я не знаю здесь какая высота, наверное, метров 30 есть. Такой большущий уклон. Там куча всяких разных горок из разного материала. А еще благодаря тому, что там светит солнце, возникает какой-то такой интересный эффект, загадочный. Там, посмотрите, вот там такое ощущение, как будто облака перистые лежат на земле. Потрясающе красиво. А вот эта горка, посмотрите, какая. Как мавзолей какой-то. Мастерская, потрясающая, ювелирная работа природы. Захочешь такое нарисовать и не нарисуешь. Такое ведь не придумать. Потрясающая красота. Из Актау сюда ехать довольно долго, 280 километров, но, поверьте мне, оно того стоит. Хотя бы раз в жизни нечто подобное надо обязательно увидеть.
А смотровых площадок, я так понимаю, здесь может быть просто вагон и маленькая тележка. Я буквально 50 метров отошел чуть в сторону, и здесь уже совершенно другой ландшафт, потрясающий другой вид. А вот туда можно на машине прямо даже проехать. Есть узенькая дорожка. Из того обрыва наверняка открывается еще более фантастический вид. Здесь, если приехать сюда на машине и обладать свободным временем в хорошую погоду, здесь можно, наверное, целый день ездить по разным местам и каждый раз открывать для себя потрясающей красоты неземные виды. Вон там, на самом краю, маленькая узенькая площадка, на которую, наверное, можно пройти. И вот оттуда, наверное, совсем потрясный вид. Я прям не знаю, эмоции хлещут через край. Меня с головой закатывает от этих видов, потому что, ну, прямо очень круто. Я никогда в своей жизни ничего подобного не видел. А своими глазами это выглядит совершенно не так, как на картинке. А самое главное, что на тебя еще дует ветер, что над тобой небо, что под тобой земля. И все это дает непередаваемое ощущение. Личный визит сюда обязателен. Вот я дошел до следующего края, опять всего лишь 50 метров от предыдущей площадки. И здесь вид уже совершенно другой. Сейчас я вам его покажу. Вековой, да что там вековой, миллионлетний слоеный пирог. Вот там вот видно всякими разными слоями. Желтый слой, белый слой, красный слой. Почему в те годы, когда слой получался красный, ракушки были в основном красные? А почему чуть ниже слой желтый? Что там происходило? Все это здесь лежало миллионы лет и ждало вот того самого малюсенького отрезка времени, который я в свою малюсенькую коротенькую жизнь посвящу тому, чтобы доехать сюда и оказаться здесь на какой-то час-другой, и потом опять уехать. А все это опять здесь останется на следующие несколько миллионов лет. Обалдеть. А потом, наверное, приедут какие-то другие, такие же, как я, и будут точно так же наслаждаться всем этим видом, всем этим слоеным пирогом толщиной в миллионы лет. Обалдеть.
Наверное, меня уже не слышно совсем. О, я даже не могу отсюда понять, вода это или не вода. Самое интересное, что здесь почему-то периодически стихает полностью ветер. Вот как сейчас. Ветра почти нет. Только что он вроде тебя с ног валил. Потом абсолютная тишина. А вот сейчас опять начинает дуть. Абсолютно нереальные виды. Что-то космическое совершенно. Из какого-то другого мира. Вот говорят, музыку из «Звездных войн» надо подкладывать. Ну, музыка из «Звездных войн», она какая-то даже недостаточно, скажем так, пафосная для этого. Я не сразу смог для себя сформулировать, что же здесь так поражает. А здесь ощущается масштаб. В степи или где-то в горах очень часто бывает, что масштаб скрадывается. Ты не можешь четко глазом определить расстояние. А здесь почему-то ты сразу понимаешь масштабы всего этого места. Конечно, было бы лучше, если бы погода была получше. Но даже в такую погоду здесь очень впечатляюще, очень красиво. Я, конечно, записал заключительную речь на фоне каньона, но ветер был уже таким сильным, что ничегошечки в этой заключительной речи не слышно. Спасибо, что досмотрели до конца. Что делать, вы и сами знаете. Подписка, лайк, комментарий, колокольчик. И рассказать всем своим друзьям, что есть странный дядька. Спасибо, что съездили со мной в каньон Босжира на плато Устюрт. Любви вам, здоровья, счастья, терпения. Приходите еще. Пока.